Друзья, всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Меня зовут Виктория. Сегодня мы поговорим про парфюмы, которые не очень раскрученные, не очень популярные, но они классные, они достойны нашего внимания, они тоже собирают комплименты. И слава богу, что пока они, может быть, и вообще не будут вот прям греметь, да, на весь интернет и дальше, естественно, на наши улицы, дома, квартиры, офисы и так далее. Друзья, не забудьте подписаться на мой телеграм-канал. Я сюда почему поворачиваю? Здесь лежит Котя. И я думаю, многие из вас видели этого Котю, когда еще ему было 2-3 недели, когда мы взяли его с улицы с его братом. И очень много про них я выкладываю именно в Телеграме. Там основная их жизнь. Ну и моя, естественно, жизнь в Испании, что происходит. Про вот недавние события у нас было наводнение в Валенсии. Но там не для слабонервных, аж язык заплетается. Вот, подписывайтесь. Ну, конечно, про парфюмы. Естественно, про парфюмы там тоже есть. Подписывайтесь обязательно. Все, друзья, приступим к ароматам. И первый, о котором я хотела бы рассказать, он у меня недавно появился, но знакома с ним давно, это Music for a While от Фредерик Маля. Мне его отдала, кстати, Ульяшка, моя невестка. Ей он нравится, но она сказала, что он у нее заикарился не очень приятно, и поэтому вот она его не может носить и отдала мне. Вот такая вот моя удача с привкусом горечи. Ну, все-таки я не рада, что у Ульяшки он так заикарился. Друзья, это аромат, который, ну, он такой необычный. Вот даже если почитать его пирамиду, смотрите, здесь есть лаванда, потом тут в верхних же нотах идут фруктовые ноты, потом анис, мандарин и бергамот. Я, кстати, вообще не любитель аниса, но тут он как-то придает свежести больше. И вот здесь я могу это носить, потому что есть некоторые ароматы, где анис, ну, просто мне выносит мозг. Этот я могу носить, хотя он достаточно ощутимый. Дальше тут, значит, у нас ананас, герань, потом пачули, карамель, сахар, ваниль, лабданум. Вот так бывает. Почитаешь пирамиду и сразу понимаешь, что там что-то, ну, очень нетривиальное. А потом, да, не всегда так, но с этим так. Пробуешь и понимаешь, что да, вот это вот намутили. Но при этом это все как-то гармонично сочетается. Он, правда, стартует такой немножечко засушенной лавандой. Потом я прям сразу чувствую ананас. Я вот тут не чувствую какие-то фруктовые ноты, а я чувствую ананас. При этом вот у меня так редко бывает, когда заявлен ананас, и я чувствую ананас. Здесь такое произошло. Да, ананас, но в сочетании с лавандой это прям, ну, настолько нетривиально. Немножечко придает вот тут анис такой колкости и даже свежести. Потом аромат становится более сладким. Он, конечно, на горячей коже или в жару открывается намного быстрее, да, и намного быстрее вот эта карамельная база звучит. На мне очень долго звучат свежие ноты аниса, лаванды и ананаса. Карамель очень долго на мне не прослеживается. Это очень необычно. Это вроде бы и свежий аромат, но вот с этой сладкой, теплой базой. И мне кажется, его можно носить круглый год. Я его носила, когда было еще теплее на улице. У нас прям, ну, достаточно тепло было, когда он у меня появился. Сейчас уже прохладно, и он тоже красиво звучит. Мне кажется, такой довольно универсальный аромат. По поводу, он очень стойкий, у него есть шлейф, но, не знаю, на мне он не сказать, чтобы прям вот заполняет всю комнату, очень-очень он громкий. Нет, он ощутимый, да, он прям достаточно ощутимый, то есть в какое-то закрытое помещение, наверное, ну, я бы подумала, надевать ли мне его, потому что он такой, ну, не из тех, да, ароматов тихонь, он довольно ощутимый. Поэтому надо знать, в общем, с кем вас запирают. Если совсем с незнакомыми людьми, то, ну, такое себе.
приключение получится. Давайте дальше. Аромат, который у меня появился недавно. Ну как недавно, в августе он у меня появился. Я считаю, что недавно. Бренд вообще просто неизвестный мне был до этого. И я редко подхожу, но тут вот просто повезло. Это Lenk Link, это немецкий бренд. Аромат называется Сикуши номер 7. Здесь очень необычная нота кожи. И я сначала даже ее не распознала. И знаете, недавно носила аромат Blossom Love от Amouage, и вот там заявлена кожа, и вот там такая же. Я ее больше ощущала как какие-то пряности, специи, может даже капелька уда, но очень-очень тихо и как-то округло. Округло здесь придает малина в верхних нотах. Тут есть абрикос, ну такая, то есть фруктовость, за которой вот это вот все читается. И он сладкий. Кстати, тут есть, по-моему, сладкая вата, то есть аромат сладкий. И он за счет малины, он все-таки немножечко свежий и абрикоса, но и пряный, и теплый. И вот по мне так, да, для любителей все-таки больше сладких ароматов, восточных, вот этот аромат тоже, он может быть довольно универсальным, но он такой приятный. Спонтанные покупки вообще мой капкан, они обычно мне не удаются, а это была спонтанная покупка. И это очень удачная покупка. Так, дальше у этого же бренда аромат называется El Pasajero номер 1. У них у всех ароматов есть номерки. Это свежий аромат. Тут османтус, но он необычный, он такой, знаете, как будто бы со стебельком, он зеленый такой вот османтус. Тут есть как будто бы лед в аромате и морские ноты, но не как в каком-нибудь пляжном аромате морские ноты. И не то, чтобы он вот прям как соль. Нет, это как будто бы такой морской холодный бриз. Именно холодный. Тут нет намека на вот это вот отпускное настроение. Тут намек на время года, скорее всего, даже на осень или зиму на море. Там есть, по-моему, морские водоросли, но, слава богу, я их не слышу какими-то водорослями. Для меня они как-то не очень пахнут. Еще морская капуста. Нет. Аромат, он свежий. Но вот это такой нетривиальный свежак. Но вот он, единственное, что этот аромат, он не очень стойкий, он не очень шлейфовый, он очень быстро куда-то улетает. Но я его носила, было тепло, надо попробовать его еще в холод, прям поносить, прям в такой. Может, он подольше держится. Так, дальше L'Equita Machinerie, это Âme de Coeur, и этот аромат у меня появился этим летом, и это новинка 2024 года. Я даже не буду зачитывать пирамиду, там много-много всего, но аромат стартует газировкой. Он стартует фруктовой газировкой, прям как будто бы там есть пузырьки, такая шипучесть в аромате присутствует. Потом появляются пряности, какая-то в нем есть даже легкая ягодность. И он вот такой весь игристый, он шипучий. И даже эти пряности его не делают тяжелым, он радостный, он веселый. Немножечко там есть древесности. Но опять же, да, вот вроде эти все ноты обычно аромат делают более таким глубоким и тяжелым. А он нет, вот это вот его не утяжеляет абсолютно. Дерево как будто бы светлое какое-то. Очень классный, радостный, позитивный аромат. Так, ну давайте, я думаю, просто все уши уже прожужжала. Ну еще пожужжу, друзья мои, закрою тут. Тут уже все мы рассказали. Еще немножко вам пожужжу про этот аромат. Это Zarka Parfum, молекула номер 19, The Beach. Я не знаю на самом деле, насколько он популярный, но я редко его встречаю в обзорах и редко вообще никогда не слышала его шлейф, кроме как от моей Ульяшки, которой я сама его привезла. Это кокос. Кокос очень необычный, такой холодный, немножечко сладковатый,
свежий кокос на древесном основании, на древесной базе, холодный, опять же, древесная холодная база. Но тут есть сладость и есть немножечко теплоты в аромате. У меня холодная кожа, на мне прям вот ароматы, где они очень холодные, на мне не очень они открываются, не очень хорошо сидят, они могут одеколонить, сверлить мозг. Нет, в этом есть мягкость, теплота, сладость, но очень деликатная. И кокос здесь не кокосовый, да, то есть не то, что обычно вот этот вот кокос какой-то такой сладкий, игривый, немножечко даже детский, вот что-то есть в нем такое, ну детский, не знаю, такие у меня ассоциации, да, часто с кокосом, как из Рафаэлок. Вот здесь ничего близко, здесь скорее кокос, кокосового масла Сан-Барт. Если кто-то знает это масло, я как раз наслаждалась этим ароматом и хотела себе парфюм с таким ароматом. И вот он очень похож. Так, что ты тут? Очень редко встречаю в обзорах, конечно, но очень редко этот аромат, он как-то очень незаслуженно забыт. Хотя, знаете, это классный аромат The Mask от Essential Parfums, и это такой невесомый аромат чистоты. Ни стирального порошка, ни каких-то там цитрусов. Он очень стойкий, кстати, он шлейфовый, и он очень необычный. Я помню, что тут есть воск, тут есть лаванда, и тут есть такой необычный мускус, не вспомню сейчас его химическое название. Я читала о нем. В этом мускусе есть фруктовые нотки, нотки свежести, и в нем есть какое-то вот ощущение сухой пудры, да, но не как обычно вот косметическая, да, фиалковая, не такая, нет. Мне даже в какой-то момент это напоминало зубной порошок. Как будто есть в аромате какая-то вот такая ментоловость, мятная свежесть. Для меня это вообще аромат утренней свежести. Вот какие-то все утренние процедуры делаешь, выходишь, и вот эта вот свежесть в этом аромате, да, она сохраняется на целый день. Но он очень женственный, и в нем есть, наверное, воск, придает все-таки какую-то вот такую теплоту, и мускус, наверное, тоже, он тоже это делает, и сексуальность, аромат сексуальный. Но при этом это аромат чистоты. Вот я знаю, что ко мне еще этот аромат не пришел, я рассказывала аромат Элла К. И вот он такой распиаренный, громкий. И я думаю, что он, наверное, часто встречается, да, раз он такой распиаренный и громкий. А этот аромат реально редкость. Но вот я думаю, что по необычности и по красоте звучания, я думаю, что он не уступает. У меня, конечно, тот появится, я вам обязательно расскажу. Но мне кажется, вот из серии мускусных, свежих ароматов вот этот вот, ну, совсем не уступает. И он довольно шлейфовый и ощутимый. Но при этом, я говорю, он тоже как будто бы вот не как духи звучит, а как аромат чистоты. Такой собирательный образ. Классно. Если не пробовали, хотя бы просто его потестите. Давайте дальше. Виза от Робер Пеге, но сейчас этот аромат называется Ви. И я его не пробовала, если честно. Я надеюсь, что он не стал хуже, даже надеюсь, что он просто остался точно таким же, потому что аромат шикарный. Здесь есть груша, здесь есть кожа, но кожа не как будто вот это вот новая, какая-то дегтярная или пряная, которая очень громко звучит. Нет, тут как будто бы кожаная вещь, которая уже давно в использовании, такая, знаете, родная, уже пропитанная и духами, и косметикой вашей, ну, у меня просто ассоциация с сумкой, да, то есть это ваша вещь, вот она пахнет вами. И вот такая тут кожа, да, если вы не любите кожу такую грубую, ощутимую, то вот здесь вот ее нет. Можете
потестить этот аромат, не боясь на нее наткнуться. И здесь есть груша, наверное, одна из груш, которые меня не раздражают, потому что я не люблю грушу в ароматах. Пудра есть, но такая, она звучит как какая-то немножечко ретро, но не в смысле, что она испорченная, а вот, сейчас другие пудры делают. Это такая фиалковая пудра, но не метеорит и Герлен, да? Может быть, это груша, вот верхняя, она оттягивает на себя внимание, но есть в аромате пудровость. Есть. Очень интересный аромат. Мне кажется, и виза, может быть, оно вот как раз ассоциация с этой сумкой, со сборами. И ты очень много путешествуешь, поэтому сумка такая уже пропитанная всеми ароматами твоими, причем косметика твоя, духи твои. Даже не знаю, с чего. Вот давайте вот этот аромат. Вы знаете, много раз думала, может быть, мне надо его подарить или отдать, или подарить, какая разница, или продать. Но я не хочу. Вот не хочу именно из-за его необычности. Здесь мандарины, роза и соль. Это очень необычное сочетание. И это не звучит отдельно, это звучит каким-то одним таким шлейфом. И соль тут не морской бриз, а вот просто соленая нота. Роза и мандарины. Мандарины, конечно, звучат тут вот с самого начала, и они ощутимые, они довольно громкие. Еще тут есть перец. Перец в верхних нотах, не громкий. Вот. Это просто очень необычное сочетание. Вообще, вот я в последнее время, когда вижу, что аромат с превалирующей розой, я хоть их люблю, но мне становится неинтересно сразу же. Если я вижу аромат про розу, я такая, просто у меня их много. Но вот здесь необычная роза, необычная. Вот его, даже если вам уже надоели розы, можно попробовать, да, можно попробовать. И последний аромат, не последний. Тут есть еще один, но вот он немножко спорный. Обсудим, в общем. Ателье Колонь. Ателье Колонь Мимоза Индиго. Это аромат про замшу. Пряную такую замшу. Мимозу. Тут есть мимоза. И я все время думала, где же она тут притаилась? Что же она придает аромату, что хотели нам сказать? А мимоза тут придает немножечко такой цветочной сладости. То есть тут нет фруктовой сладости, тут нет какой-то медовости. То есть тут вот именно цветочная сладость. Потому что я вот чувствую, что она есть, но как ее описать, не знала. А вот потом все у меня сложилось. Да, это цветочная сладость. Как таковой, прям яркой такой мимозы, тут нет. Вот как в ароматах, где мимоза превалирует, здесь такого нет. Потом здесь хорошо ощущаются, как я сказала, пряности и немножечко соленый, теплый сандал. Но он не рассольный, ни в коем случае это не рассол, это именно такой соленый и теплый сандал. Довольно стойкий, он не очень шлейфовый. Да, здесь я соглашусь, он не очень шлейфовый, у него средний шлейф, но зато его можно носить куда угодно, когда угодно и где угодно. Немножечко для сравнения, да, на что похож аромат, прям вот скорее по направлению он похож на BDK Грис Шарнель, но только по направлению, потому что он другой. Все-таки он отличается довольно значительно. То есть их не перепутать. Но вот направление, да, теплые, пряные ароматы, деликатные, можно куда угодно и когда угодно их носить. Вот. И последний аромат, вы знаете, я, конечно, понимаю, что он всем знаком. Я думаю, вряд ли, особенно в нашей среде, есть кто-нибудь, кто его не знает. Но я почему-то очень редко натыкаюсь на шлейф этого аромата и натыкалась. Не знаю, может быть, это не так, может, он довольно распространен, может, им
толпы тоже пахнут, но напишите мне об этом. Я все-таки хочу о нем рассказать. Это L'Instant Magique от Guerlain. Это аромат про миндальную пудру. Я явно там чувствую бергамот. И по поводу старой версии, да, у меня еще есть версия в пчелках. По мне так аромат узнаваемый. Они похожи, у них характеристики технические разные. Этот более диффузный, более шлейфовый, он такой более летящий, такое облачко вокруг создает, а тот все-таки он более такой тяжелый, насыщенный, глубокий. Мне нравятся обе версии, да, и вот в этом случае иногда мне абсолютно не нравятся новые версии ароматов, и я понимаю, что аромат просто испортили. Очень обидно, когда такое с любимыми ароматами происходит, но этот нет, этот тоже хорош, но опять же говорю, у меня есть версия в пчелках, может там какая-нибудь первая версия была намного круче. Я не знаю, я, к сожалению, тот момент упустила. Я рассказала вам про все ароматы. А я же еще про один не сказала. Сейчас смотрю на него. Друзья, вот еще один аромат. Он необычен тем, что здесь есть виноград. Это Нуар Тоскана, ванили Райсин. Надеюсь, я правильно это читаю. Здесь в верхних нотах мед, экзотические фрукты, в средних виноград и османтус. Я люблю османтус. И в базе ваниль и амбра. Единственное, мне не очень нравится их оформление. Вот этот флакон, он больше даже не нравится тем, что вот тут у меня, у нас влажно, и все время вот эта вот наклейка очень хочет отвалиться. Здесь, видите, крышечка как-то так вот, она блестит больше, это какая-то матовая сам бутылечек. Как-то не суразится, в общем, вот это мне не нравится. Это, да, стартует все виноградным соком, причем таким ярким, концентрированным, я бы даже сказала, но очень вкусным. Вот когда я его слышу, прям у меня слюна выделяется. Настолько он натурально звучит. Потом он смягчается, да, я вот османтус, как османтус, тут и не слышу, я и экзотических фруктов не слышу. Мед, сладость он придает, да, как будто бы он сделал этот виноград таким концентрированным, да, потому что там все так намешано. Ваниль, да, вот ваниль ощущается ближе к базе, такая вкусная ваниль, даже чуть-чуть горчинки там слышу. Что мне нравится, не скатывается в какую-то такую абсолютную кондитерскую съедобную ваниль, неинтересную. Нет, такого не происходит. Но и виноград, он хоть и потише звучит, но все равно чувствуется. Чувствуется, вот пока аромат вообще слышите, чувствуете и виноград. Вот, вот теперь точно все. Теперь точно все рассказала. Опять же, подчеркну, что это только мое мнение, это мой опыт, это вот то, что я не часто встречаю ни в обзорах, ни на улицах, ни в шлейфах, ни здесь, ни в Питере, когда жила, не встречала. Но, опять же, да, у вас может быть другой опыт, и мне очень интересно, пишите свои ароматы, вот редкие, но при этом, друзья, очень важно, да, эта подборка, она еще ценна тем, что это носибельные ароматы, они приятные, они такие довольно универсальные, это не что-то такое необычное, но такое, что, знаете, вот и надеть-то некуда. У меня есть такой аромат, это Саша Фролова, например, первое вообще, что пришло в голову, Perfume Sax. Это очень необычно. Я уверена, что этого вообще не встретишь на улице, мне кажется, вообще вот никогда. Потому что даже я, человек, у которого этот аромат есть, я, правда, не знаю, куда это носить. Даже вот на улицу, когда я иду, только когда я его тестила, носила здесь, но вот так вот только на прогулку, да, туда, где людей нет, потому что аромат, правда, очень странный, очень, он интересный, я не жалею, что он у меня есть, такой уголок парфманьяка, но вот я его в эту подборку не включила, потому что здесь все-таки
необычные, но носибельные, приятные, собирающие комплименты ароматы. Пишите свои варианты такие, мне очень интересно, потому что, правда, хочется чего-то необычного, но при этом, чтобы этому радоваться, это использовать, носить, не просто один раз удивиться, типа, о, ну ничего себе придумали, а потом забросить. Нет, нет, хочется, чтобы это был любимый аромат, мог претендовать хотя бы на это звание. Вот, друзья, все, спасибо вам, что провели это время со мной. На самом деле с нами еще был котик. Видите, как уже повзрослели, спокойненько себе лежат. Другие в другой комнате, взрослые уже совсем. Все, друзья, обязательно подпишитесь на Телеграм. Не забудьте поставить палец вверх. Пишите комментарии. Всех целую, обнимаю. Всем пока-пока.